Канал Валерия Табакова представляет «Нелегитимность президентства Трампа. Эксклюзив». Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Мы с вами недавно уделили очень много внимания украинскому правосудию, рассматривающему дело об убийстве Фарион. Сейчас мы немного отвлечемся от этой темы и перейдем к другой повестке, не такой эмоционально напряженной и не с таким всеукраинским подтекстом и масштабом. Переключимся на другую, но тоже уголовную тему, американскую. На тему, о которой сейчас говорит весь мир. Совсем недавно, то есть буквально вчера, издание The Guardian опубликовало статью о том, что Трамп, который, как вы знаете, был избран 47-м президентом Америки, избежал наказания за уклонение от уплаты налогов. Избегнув этого наказания, Трамп само наказание и дело назвал ужасным опытом. Как указывает Guardian, Трамп признан виновным в совершении 34 тяжких преступлений. Приговор был оглашен 10 января 2025 года. Что нужно сказать по этому поводу? Во-первых, это то, что оглашение приговора несколько раз откладывалось. И в конце концов судья все же огласил этот злополучный приговор. Это сделал судья Нью-Йорка Хуан Мерчан. Если честно, я не совсем в теме американского законодательства и уголовного преследования в США, но по поводу приговора Трампу возникла ситуация, в результате которой были возбуждены дела, следствие уже окончено, присяжные вынесли свой вердикт и признали преследуемого виновным. Но судья отложил оглашение приговора. В связи с чем? Понятно, что в связи с тем, что Трамп баллотируется в президенты США. Потом Трамп выигрывает выборы. Дальнейшее откладывание вынесения приговора судья не посчитал возможным, поскольку препятствий, как он выяснил, к вынесению приговора нет. Но что касается сути, то и прокурор, и следствие считают, что целью преступлений, в совершении которых Трамп признан виновным, является сокрытие совершенных Трампом неправомерных преступных действий. А само преступление преследовало цель скрыть эти преступные действия. Это сокрытие, являющееся преступлением, как и само преступление, теоретически является препятствием к продвижению человека к занятию должностей и в том числе к выдвижению своей кандидатуры на пост президента. О чем пишет Guardian? Guardian сообщает, что Трамп избежит тюремного заключения за совершение тяжкого преступления по делу о даче взяток в Нью-Йорке. Решение судья постановил в пятницу 10 января. Это решение стало драматичным и разочаровывающим событием в историческом уголовном процессе за несколько недель до возвращения Трампа в Белый дом. Судья, председательствующий на уголовном процессе Хуан Мерчан, вынес приговор с формулировкой «безоговорочное освобождение». Это такой, так сказать, судейско-юридический финт. Что означает этот приговор о безоговорочном освобождении? Он означает, что избранный президент будет освобожден без штрафа, без тюремного заключения и без испытательного срока. Вот и весь результат признания его виновным по 34 пунктам тяжких преступлений, связанных с фальсификацией деловых записей. Хотя сам по себе приговор даже с такой формулировкой, как безоговорочное освобождение, все же делает Трампа осужденным преступником. Но поскольку Трамп безоговорочно освобожден, то никакое наказание по этим 34 пунктам тяжких преступлений он не понесет, кроме такого юридического ярлыка, который свидетельствует о том, что он является преступником. Что это значит?
и в связи с чем такой приговор был вынесен. Инаугурация Трампа назначена на 20 января. Таким образом, Трамп является первым президентом США и пока единственным, который предстал перед уголовным судом. Мало того, что он предстал перед уголовным судом, он еще и получил обвинительный приговор. Наказание по этому приговору в виде безоговорочного осуждения вынесено. Сам Трамп вообще не признает себя виновным ни по одному из 34 пунктов, называет этот приговор ужасным опытом, несправедливым и политической охотой на ведьм. Кто эта ведьма? Ведьмой, конечно же, Трамп себя не считает, или, может быть, он сам себя считает ведьмаком, но определение «охота на ведьм» – это такой сарказм, являющийся характеристикой данной Трампом судебной системе США. То есть, по определению Трампа, судебная система США совершила акт экзорцизма, то есть вынесла Трампу приговор, как ведьмаку. В чем же обвиняли Трампа? Сам Трамп был признан виновным 30 мая 2024 года, и вина его состояла в фальсификации деловой документации. Офис окружного прокурора Манхэттена утверждает, что Трамп ложно зафиксировал возмещение, которое он сделал своему бывшему адвокату Майклу Коэну за выплату $130 тысяч порнозвезде Сторми Дэниелс за то, чтобы она молчала о предполагаемой сексуальной связи с тогдашним кандидатом в президенты. Трамп в финансовых документах обозначил эти выплаты Коэну как юридические расходы. В чем суть дела? Есть порнозвезда Сторми Дэниелс, которая имела сексуальную связь с Трампом. Этой порнозвезде Трамп распорядился выплатить $130 тысяч. Выплату произвел Майкл Коэн из своих средств. Но потом эти потраченные адвокатом Трампа Майклом Коэном средства в размере $130 тысяч Трамп возместил и назвал эти средства, которые фактически были переданы этой порнозвезде, в официальных документах как юридические расходы, на что были направлены фальсификации документов. Фальсификации были направлены на то, чтобы скрыть нарушение Трампа, которое состояло в передаче денежных средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Эти фальсификации были направлены на то, чтобы скрыть факт нарушения Трампом избирательного закона Нью-Йорка, который запрещает продвигать любого человека на должность незаконным путем. То есть, если бы он, Трамп, открыто передал эти средства, то тогда по закону Нью-Йорка Трамп не мог бы продвигаться в президентской кампании, то есть баллотироваться на должность президента. Такое баллотирование было бы незаконным, поэтому Трамп решил, что эти средства он передаст порнозвезде через своего адвоката Майклу Коэну, а потом этому адвокату Трамп возместит эти средства в том же самом размере $130 тысяч. Возместит, но не как передачу денежных средств за молчание порнозвезды, а, так сказать, за юридические, в кавычках, расходы. В чем состояли юридические расходы или юридическая работа, которую оплатил Трамп? Эта работа, по всей видимости, состояла в том, что Майкл Коэн уговорил порнозвезду молчать, заплатив ей $130 тысяч. И вот расходы за эти адвокатские, в кавычках, услуги в виде уговоров замолчать, хотя адвокатскими они не являются, Трамп записал в финансовых документах как юридические расходы. Квалифицируя эти действия Трампа, государственные обвинители посчитали такие незаконные средства взяткой порнозвезде Дэниелс, поскольку они посчитали передачу денег порнозвезде незаконным вкладом в компанию. То есть сторона обвинения фактически квалифицировала такую поэтапную передачу денег как взятку.
Ну и, соответственно, по закону Нью-Йорка человек, который дал взятку, не имеет права продвигаться на какую-либо выборную должность, в том числе и на должность президента. В чем смысл? Смысл в том, что Трамп, будучи осужденным, не имея иммунитета, утрачивает право баллотироваться на пост президента. С какого момента? С момента совершения преступления. Фактически, с моей точки зрения, Трамп как преступник утратил право баллотироваться на пост президента еще до того, как он был избран 45-м президентом США. И как оказывается, в соответствии с юридической системой США, Трамп еще до первого своего избрания президентом не имел законного права занимать президентский пост. Та же ситуация и со вторым сроком, на который избран Трамп. Следствие судебного решения по Трампу – это признание и первого, и второго его назначения президентом США незаконным. Фактически, возникшая ситуация должна была явиться препятствием не только к избранию Трампа на пост президента, но также и к баллотированию Трампа в президенты. По схеме, которую провернул судья Нью-Йорка по фамилии Хуан Мерчан, оттягивая отложение приговора, то есть 30 мая 2024 года присяжные вынесли вердикт, а оглашение приговора состоялось 10 января 2025 года, на что опирался судья, вынося приговор о безоговорочном освобождении, хотя Трамп признан виновным по 34 пунктам тяжких преступлений за фальсификацию записи и, соответственно, за неуплату налогов, что в Америке является тяжчайшим преступлением, в котором виновен Трамп. Как говорит судья Мерчан, победа Трампа в президентской гонке не уменьшает серьезность преступления и не оправдывает совершение такого преступления. Но вот саму эту победу, как считает судья, нужно принять во внимание. И, как сообщает судья, защита президентства является юридическим мандатом, который в соответствии с принципом верховенства права суд должен уважать и соблюдать. Однако, несмотря на чрезвычайную широту мер защиты президентства, эта защита не предоставляет полномочия суду отменить вердикт присяжных. То есть, если присяжные признали Трампа виновным, то значит Трамп виновен. Поэтому единственное, что мог для Трампа сделать судья Мерчан, это приговорить его к безоговорочному освобождению за совершенные 34 тяжких преступления. Мерчан говорит, граждане этой страны, то есть Америки, решили, что Трамп должен воспользоваться преимуществами этих мер защиты, которые включают положение о верховенстве права и президентский иммунитет. Через такую призму и такую реальность суд определил законный приговор. Мерчан подвергался и критике, и угрозам, но в конце концов сказал Трампу: «Сэр, я желаю вам удачи в вашем втором сроке полномочий». До вынесения приговора Трамп пользовался презумпцией невиновности. Но сейчас, с 11 января 2025 года, презумпция невиновности на Трампа не распространяется. Поэтому Трамп собирается обжаловать решение суда. Это обжалование не изменит вердикта присяжных, а только оттянет момент вступления решения в законную силу. Итак, Трамп – это первый человек, незаконно назначенный на пост президента США, то есть утративший свою президентскую легитимность. Закон жесток. Ай да Трамп, ай да порнозвезда. Великая Америка Трампа? Сейчас это, скорее всего, притча во языцах. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео. До новых встреч!